Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я тебе предлагаю порисовать вот такую собачку акварелью. Ну что, начнем. Для начала я рисую эскиз. Я беру коричневый карандаш, чтобы он не просвечивал через акварель. И рисую сначала мордочку. Мордочка у меня под таким уголком. Дальше я рисую голову. Здесь я нарисую носик. Голова переходит в туловище. У меня такая толстенькая собачка будет. Вот такой формы у нас получилось туловище. Здесь я нарисую вот так коротенький хвостик. Здесь у меня будет мордочка. Такое кисленькое выражение мордочки. Здесь длинное ухо. И со второй стороны из-за головы оно выглядывает. И вот такие круглые глазки. Так, нарисуем лапки. Переднюю лапку я рисую вот в этом месте. И выглядит это вот так. Ничего сложного, все очень просто. Вторая передняя лапка выглядывает из-за туловища. И вот здесь таким овальчиком и вот такой сосисочкой я нарисовала заднюю лапку. Здесь у меня будет пятнышко темное, здесь и вокруг глаза я нарисую еще одно темное пятнышко. Вот, в принципе, наш быстрый эскиз готов. Теперь будем рисовать акварелью. Я беру кисточку и акварель. Вот у меня такой цвет, он называется охра. Посмотри в своих красочках, такой цвет в принципе должен быть. Если нет, бери светло-светло-желтый. Хорошо размываю его водичкой. И начинаю заливать нашу собачку первым слоем. Полностью одним цветом беру много воды, чтобы красочка легла равномерно. Вообще лучше всего развести сразу себе до нужной консистенции, и тогда ровно будет все заливаться. Так как я делаю первый слой, который потом впоследствии будет перекрываться, поэтому я брала краску сразу из палитры. Вот так полностью заливаем собачку, затем после этого даем этой собачке полностью высохнуть. Акварель нужно высушить. Можно воспользоваться феном, но феном мы пользуемся только с родителями. Вот такая у меня получилась первая заливка. Я высушила. Видишь, как у меня выглядит. Теперь я начинаю вторую заливку. Я беру этот же цвет, я его развела уже. И коричневый. Прям поверх глаза вот так вот заливаем, вливаем там, где мы делали пятна. Еще я развела такой кирпичный цвет. Можно смешать красный с коричневым, и будет вот такой кирпичный цвет. И делаю ухо темным. Все это я стараюсь продолжать, чтобы у меня пятнышки растекались. Для чего это нужно? Именно тот эффект, какой нам нужен в акварели, он достигается затеканием пятен друг в друга. Называется работа по мокрому. Вот так мордочку я оставляю светлой, затемню нос и вот так водичкой размою. Ушко, которое на заднем плане, я также сделаю темным цветом. Чуть-чуть водичкой вот так цвет распределяю. Сюда я добавлю прям вот этого кирпичного побольше. Все время макаю кисточку в воду, чтобы у меня была влажная краска, чтобы у нее была возможность растекаться. Делаю коричневое пятно, продолжаю кирпичным. Вот так растягиваю красочку. Переднюю лапку тоже сделаю кирпичного цвета. Чуть-чуть охры беру и заливаю пузико вторым слоем охры. Пузико у нас должно остаться светлым. И вот так тоже размываю нижнюю часть охры. Беру коричневую снова и заливаю пятнышко на спинке коричневым. А также сделаю заливку на хвостик и на лапку.
Вот эту лапку переднюю, которая у нас на дальнем плане, мы сделаем тоже темной. Добавлю немного цвета на ушко. Акварель имеет свойство бледнеть, когда высыхает, поэтому я делаю все понасыщеннее. Вокруг глаза делаю. Добавляю вот здесь пятно понасыщеннее. Поправляю ножку, чтобы она у меня была красивая, заднюю лапку, хвостик. И теперь кончиком кисточки острой я делаю сразу же шерстинки. Вот таким образом. По краю нашей собачки темным цветом я сейчас вытягиваю шерстинки. Объясню, для чего я это делаю. Сейчас цвет смешается, и это у нас будет первичный слой. Смотреться цельно шерсть вместе с собачкой. Чуть-чуть поправляю ножку. Там, где у нас растекается, ничего страшного нет. Вот такая у меня рыжая ножка, лапка. Здесь немножко убираю. Нарисую шерстинки на голове. Вот, посмотри, как у меня вливается темная краска и смешивается. И все получается единым целым. Вот так. Еще я сделаю вот здесь. Чуть-чуть добавлю коричневого по низу, так как у нас там тень. Вот, теперь нужно снова дать просохнуть этому слою. Вот что у меня получилось. Я дала просохнуть и начинаю дальше прорабатывать. Беру рыжий цвет и вот такими движениями, кончиками острой кисточки, рисую шерстинки. Часто-часто. В этой области также нарисую шерстинки. Здесь я сделаю их темными. Если получилось, что ты взял много краски, не переживай. Можно ее кисточку подсушить об салфетку и снова взять красочку. На брюшке вот так делаю тоже шерстинки. Лапка. Делаю цвет чуть темнее. И акцентирую на лапке шерсть. Прорисовываем заднюю лапку. Чуть-чуть я затонирую ее, сделаю потемнее, чтобы видно было, что здесь у нас лапка. С перетеканием в рыжий сделаю. Сразу рисую шерсть. По темному теперь везде, где я считаю нужным, я добавляю шерстинки. Добавляем вот здесь на ушке. У нас очень красивые пятна получились размытые. Добавляем на голове. Чуть-чуть сделаю нос побольше. И вот здесь затемню, потому что у нас здесь уходит на задний план. И чуть-чуть водичкой сделаю размывку. Акцентирую заднее ухо, которое на заднем плане.
Добавляю им цвета, тональности и делаю штриховку шерстинок. Совсем не обязательно всю собаку заштриховывать шерстью. В некоторых местах достаточно будет просто вот этого красивого цвета. Чуть-чуть проработаю носик. Еще добавлю немножко темного вот здесь. На кончиках ушей делаю шерстинки, на пятнах темных. Мы как раз сделаем на них акценты. Вот у меня просох этот слой. Я его оставила просушиться. Теперь беру темную краску, черную с коричневым смешиваю, или можно просто взять черную. Вот здесь на кончике носа, в нижней части, добавляю черного и рисую мордочку, ротик. Мордочки, вот такие точки, из которых у нас растут усики у собак. Добавлю шерстинки над носом. И теперь возьму светлой краски охры, немножко с коричневым замешаю и нарисую усы у собаки. Вот такие они изогнутые. Несколько штучек прям. Вот этого достаточно будет. В некоторых местах проработаю еще шерстинок, чтобы шерсть была погуще выглядела. Вокруг пятна на глазу. И вот здесь под мордочкой тоже сделаю тоненькие-тоненькие шерстинки. А пузики добавлю в этой части, там где у нас тень. Такая уже у нас собачка красивая получается. Теперь я взяла синий, смешала с черным, развела водичкой его хорошо и рисую под собачкой тень, чтобы собачка у нас не висела, а сидела на плоскости. И краешек этой тени размываю водичкой. Вот так. Посмотри, какая уже замечательная собачка получается. Теперь я беру белую гуашь, просто белую гуашь, и буду рисовать глазки. Здесь один глазик круглый на пятнышке на темном. Беру гуашь понасыщеннее. И второй глазик. Вот такие у меня глаза получились. Теперь я дам им просохнуть. Обязательно нужно просушить их. И продолжу дальше работу. Вот они у меня просохли. Беру коричневый карандаш, которым рисовала эскиз. И обвожу вокруг глазиков несколько раз. Вот так. Чтобы глазки у нас были внутри головы.
Затем я беру гелевую черную ручку. Ты можешь рисовать фломастером или маркером, но нужно, чтобы маленькие, аккуратненькие зрачки были. Вот один и вот второй. Чуть-чуть еще добавлю здесь тени. И карандашиком этим же коричневым добавлю немного шерстинок. На лапке, вот здесь. На ухе чуть-чуть. И на пятнышке. Ну что, вот такая собака у меня получилась. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Не бойся пробовать. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.